им нравится death-metal, им нравится black metal. В Мексике не было коммунизма. Люди празднуют смерть. Что тебя ждет в эту ночь? И ты не понимаешь, что вообще происходит. Металлисты там свободны. Стояли и слушали, стояли и хлопали. Текст песни достаточно понятный. I know speak English, I know Spanish. Please help me. История с Мексикой начинается, наверное, уже, наверное, лет 10, как этот вопрос стоял, чтобы группа Holy Blood посетила Мексику. То есть человек, который нас приглашал, Мигель Мартинес, мой древний друг, с которым я общался уже очень давно и дружу очень давно. Уже 17 лет занимаются организацией концертов, организацией туров в Мексике. Но проблема была в том, что мы живем в Украине, и тут нужно было сразу много вопросов решить. Во-первых, долгое время были какие-то паспортные вопросы, вот, нерешимые с первого раза. Вот. Во-вторых, проезд в саму Мексику для всей группы, это, наверное, очень большая сумма. Вот. И для организатора концерта я понимаю, что эта сумма может быть не всегда та сумма, которую он мог бы потянуть. Вот. Поэтому мы долго общались на тему, как Holy Blood привезти в Мексику. Мы обговаривали разные варианты. Он спрашивал, можем ли мы приехать за свой счет. Ну, конечно же, сумма неподъемная, ну, или подъемная, но на нее надо долго копить. Вот, либо какие-то другие варианты, либо за пол стоимости проезда, либо что-то еще. Вот. И в конечном итоге, года 3 назад, я озвучил такую мысль. Может быть, сделать по принципу, как делают многие музыканты. То есть найти деньги на проезд для одного человека, то есть для меня. Вот, а в самой Мексике набрать сессионных музыкантов. И эта мысль была услышана, но сразу не реализована. И в какой-то момент, очень, кстати, это был интересный момент, это было чуть больше, чем месяц до начала тура, мне вновь написал Мигель и сказал: слушай, у нас есть деньги на проезд для тебя, приезжай, мы найдем сессионных музыкантов. Это была, конечно же, потрясающая новость и неожиданная. То есть ты планируешь там какую-то свою жизнь, вот, работу, что-то еще, и вдруг ты понимаешь, что у тебя выпадает шанс через месяц быть в Мексике и выступать. И тебе приходится решать, либо решать какие-то свои там финансовые, жизненные проблемы, работу, либо же поступить как нормальный музыкант, воспользоваться ситуацией и поехать в этот тур. Ну, конечно же, так как я музыкант, вот, альтруист, вот, то, конечно же, я выбрал поезд в Мексику. И, честно говоря, не жалею. Самая большая проблема в самой поездке заключалась в том, что я не знал и не знаю ни английского языка, ни испанского. Я знаю русский и украинский язык. И это было просто интересно, когда ты летишь, ты не понимаешь, что где написано, ты не понимаешь, что от тебя хотят, когда спрашивают вопросы. Я очень надеялся на Google переводчик, голосовой Google переводчик. Оказалось, что он работает только там, где есть интернет.
А в аэропорту не везде есть интернет. И приходилось порой смотреть круглыми глазами на людей, которые что-то с тебя хотят, и не понимаешь, что они от тебя хотят. Вот. Самая большая проблема для меня это была непосредственно, когда я уже прилетел в саму Мексику, в аэропорту, перед выходом с аэропорта. Нужно было заполнить бумагу, декларацию о пребывании в Мексике. И я беру эту бумажку и понимаю, что я ничего не понимаю, что от меня хотят. Вот, ну, что-то я пытаюсь понять, что-то понимаю, что-то заполняю, что-то не понимаю. Так перепортил несколько бумажек. В конечном итоге я заполнил то, что я мог сказать, и подошел к девушке на пропускном пункте и говорю: sorry, I know speak English, I know Spanish, I speak Russian and Ukraine. Please help me. И даю ей эту бумажку, даю ей свой паспорт, показываю ей электронную декларацию, которая заполнялась еще перед вылетом в саму Мексику. Вот. И она начинает смотреть в эту бумажку, списывать и понимающе кивать, понимая, что я ничего не понимаю, что от меня хотят и что она могла бы спросить у меня. Вот. Но слава богу, она мне помогла, она все заполнила, понимающе посматривая на меня. Вот. И дала мне корешок от этой бумажки, который надо было сохранять всю поездку по Мексике. И тогда я уже непосредственно вышел из аэропорта, забрал гитару, и на выходе из аэропорта меня уже встречали ребята из Мексики. Это были ребята, которые помогают в организации туров Мигелю из группы Экзосия. Замечательные ребята. И как только я прилетел, тут очень интересный момент, что разница по времени очень существенная. Я не помню, или 5 или 6 часов с Мексикой. Вот. Я вылетел в 10 часов утра из Украины. В где-то 2 или 3 часа ночи я был в Мексике. Но когда я включил интернет, выключил режим полета, у меня перевелось время, и я смотрю 8 часов вечера. И я понимаю, что никто меня сейчас не поведет в гостиницу, чтобы я поспал. Что все от меня чего-то будут хотеть. Ну и, естественно, так и произошло. Мне говорят: Федор, идем в ресторан кушать. Ну, естественно, я поясню, как дальше все происходило. То есть все уже знали, что я не знаю ни английский, ни испанский. То есть и дальше все общение происходило через Google Translate. Очень, кстати, удобно, если там все правильно работает. И мы поехали в ресторан. Вот. Но так как это было 2 ноября, а это был в Мексике праздник, День мертвых, такси не смогло доехать до центра города. И нам пришлось еще несколько кварталов пробираться в центр города, вот, чтобы зайти в тот ресторан, в который хотели меня повезти. Вот. Но так как это был праздник, это было даже интересно пробираться через эту толпу. И несмотря на то, что я уже просто вырубался из-за того, что очень хотел спать, вот, все равно это было интересно. То есть представьте себе праздник мертвых. Вот, наверное, это похоже на Хэллоуин. Вот, то есть когда все обрисованные в каком-то гриме, там черепа, смерть, там какие-то маски. То есть люди празднуют смерть. Вот, и это было реально интересно. И когда мы пришли в ресторан, и с окна, ну, ресторан не то 2-й, не то 3-й этаж, значит, из окна было видно улицу, где ходили эти люди. И просто кушаешь
и постоянно смотришь, кто в каких нарядах, кто в каких костюмах. Ну, в общем, поразительно. То есть это, как для туристов, это просто рай, увидеть праздник мертвых. Получилось, что я до тура приехал за 2 дня. Для чего это было сделано? Так как это был сессионный состав, конечно же, ребята заранее разобрали партии, но, естественно, без репетиций ехать в тур, ну, было очень, так сказать, опасно. И надо было проверить, что именно они разобрали. Вот, поэтому было 2 дня на репетиции. И мы репетировали в подвале у Мигеля дома. Хороший подвал, хорошая репетиционная база. Вот, прямо в своем же подвале. Вот, и мы начали репетировать. То есть какие-то моменты сразу же всплыли, которые нужно было изменить. Вот мы в первый же день все изменили, там какие партии нужно подправить. И на второй день мы уже оттачивали материал. Ну, отточив материал, мы уже были более-менее уверены, так сказать, в том, что тур пройдет нормально. Когда долгий тур, 15 дней, не все города вот по наименованию города, да, запоминаешь. Но зато запоминаешь обстановку, запоминаешь, с чего все начинается, окружение, реакцию людей. То есть для нас было, ну, для меня лично это было немножко как бы странным, что концерты, ну, тур групп не в клубах проводился по разным городам, а что тур проводился по городским площадкам в разных городах. Это было действительно немножко странно, потому что мы в Украине привыкли к совсем другой ситуации с турами. Вот. Но оказалось, что в Мексике действительно это нормальная практика устраивать туры не в клубах, а в на городских площадках. Вот, то есть получается разрешение в город администрациях, нужно иметь, естественно, свою аппаратуру, вот, свою команду для тура, вот, техников и прочих людей, которые могут заниматься раскладыванием аппаратуры, подключением, настройкой. Вот, и тогда только ты можешь поехать в тур. Вот, то есть, возможно, ну, я так понимаю, что в Мексике есть какие-то большие помещения для каких-то глобальных туров или для глобальных фестивалей. Вот, но в данном случае, я так понимаю, что мы не Металлика, вот, и нам не нужны стадионы, поэтому как-то городские площадки это самое оно. И это даже было хорошо, потому что на каждый концерт приходили люди, которые хотели увидеть саму группу, и плюс люди, которые просто зеваки, так сказать, которым нечего делать, вот, которые гуляли, услышали музыку, которая им нравится, вот, и подошли, и получалось, что каждый раз какая-то часть была, которая конкретно пришла на сам концерт, и какая-то часть это люди, которые услышали музыку и пришли на этот концерт. Металлисты в Мексике просто отличные люди. То есть есть, я не знаю, как это сказать, наверное, разница в менталитете. Вот, то есть Мексика не пережила того, что пережила Украина. То есть Украина пережила постсоветское мышление, что все должны быть одинаковые, все должны ходить строем.
Вот, то есть там не было, в Мексике не было коммунизма. Вот, поэтому люди там мыслят свободно. Поэтому если у нас люди, даже металлисты, да, допустим, они до сих пор вот как-то стараются быть похожими на массы, да, ну, к примеру, там, если у тебя хайер, ты, э, допустим, его хвостик собираешь, там что-то, какие-то знаки отличия, ты не всегда там что-то показываешь, там, то в Мексике люди свободные. Металлисты там свободные, там не было коммунизма. Вот. То есть они себя свободно чувствуют. То есть если у тебя длинные волосы, ты ходишь с длинными волосами. Если ты захотел нацепить какую-то странную футболку вызывающую, там всем все равно. И никто этого не стесняется, все свободно ходят. И даже можно было наблюдать, допустим, у нас очень часто встречается такой момент в Украине, что если человеку уже за 40, к примеру, он слушает тяжелую музыку, то он старается уже как-то не одевать какие-то футболки, связанные там с тяжелой музыкой. Вот. Там на самом деле все совсем по-другому. То есть приходят солидные люди, такие вот уже в возрасте, уже кто-то с детьми, кто-то с внуками. Вот. И ты смотришь, у них футболки, в общем, все как надо. Черепа, кости и т.д. и т.п. Вот. Это свобода. Мексика – это свобода. Больше всего меня поразил из сессионного состава барабанщик Фарни. Представьте себе, что турменеджер Мигель связался со мной чуть больше месяца. Еще неделя прошла на то, чтобы он подобрал команду. И считайте, 3 недели было на то, чтобы барабанщик мог выучить партии. Представьте себе, насколько это сложно по записи подобрать партию. И не просто подобрать, а еще и заучить. Из всех музыкантов он ни разу не запутался в своей партии, в своих партиях. И играл что на репетициях все четко, что в самом туре. Это реально уровень. Если говорить о том, какое количество посещало концерты, то тут нужно сразу сказать, что есть будние дни и есть выходные дни. То есть, если говорить о будних днях, это могло быть, допустим, 100 человек, 200 человек. Для Киева, допустим, для метал-концерта, это даже очень неплохо. Вот. Но для Мексики это оказывается достаточно мало. Вот. Потому что на выходные приходило очень много людей. То есть иногда мне говорили, что было там 1000, там, а может даже больше. То есть, и реально, когда ты смотришь ну, вот со сцены, ты смотришь столько людей, что ты просто не можешь пересчитать. Вот, и фотографии потом, когда пересматриваешь, просто толпы людей. Вот, поэтому сложно сказать, какой-то, не знаю, вывести какую-то цифру, сколько людей посещают концерты. Потому что, во-первых, это концерты на открытых площадках, вот, где ты не посчитаешь количество билетов. Вот, а во-вторых, ну, разница в днях, будний день или выходной, это, как говорится, две большие разницы. Вот, но интересный момент – это сама реакция людей. Значит, люди очень хорошо относятся к тяжелой музыке в Мексике. Для металлистов Мексика – это рай. Вот. То есть, представьте себе, если бы в центре
Киева или в каких-то других городах Украины на центральных площадках ставили сцену и играли там какой-нибудь death metal, black metal. То есть у нас настолько какое-то мышление у людей, но это не может быть так. То есть какой-то рок, легенький рок, да, но не металл, не death metal, не black metal. Там все совсем наоборот. Люди в Мексике, я так понимаю, что они выросли свободными. То есть они слушали рок, массово рок еще с 60-х годов. Вот, и у них рождались дети, которые слушали музыку тяжелее и тяжелее. И в конечном итоге родилась, можно так сказать, такая нация, которая нормально относится к любой музыке. То есть, по сути, это свободное мышление. Я еще раз хочу сказать, я уже говорил о том, что проблема Украины в том, что мы жили при коммунизме. И наше общество, хоть оно уже и давно освободилось от коммунизма, но коммунизм до сих пор застрял в мозгах. Вот, мы еще не свободны, а мексиканцы свободны. И поэтому даже пожилые люди приходили на концерты, стояли и слушали, стояли и хлопали. Ты смотришь на этих пожилых людей, им уже по 60 и больше лет. Им нравится death metal, им нравится black metal. И ты не понимаешь, что вообще происходит, потому что ты привык к совсем другому менталитету. Вот так вот. Интересный тот момент, что больше всего понравилась людям вот песня «Украина» из репертуара Holy Blood. С чем это связано? Может быть, два момента. Первый, на удивление, мексиканцы нормально или хорошо, может даже, относятся к Украине. Вот. И тем более они знают, что Holy Blood это украинская группа. А второй момент, что текст песни достаточно понятный. Вот. А любая, так сказать, компания, если присутствует на концерте, любые люди, им самое главное понимать, о чем поют, чтобы подпеть любимой группе. Вот. И мне было очень приятно, что люди пели вместе со мной «Украина». То есть это просто потрясающе. Ну что сказать, если, допустим, говорить о проблемах, то, конечно же, была техническая проблема, можно так сказать, в полном отсутствии знания языка, то есть что английского, что испанского. То есть, к примеру, ты привыкаешь на концерте, что ну, можешь сказать музыканту, следующая песня такая. Ты можешь сказать музыканту, сделай свой инструмент или свою гитару вот так-то. Вот. Ты можешь сказать звукорежиссеру, подними то в монитор или что-то убери. Тут получалось так, что ты не знаешь, как общаться. И самый интересный момент, что оказалось, что язык жестов очень простой на самом деле. Ты показываешь, какой инструмент, ты показываешь, что должно быть в мониторе, поднять или опустить. Ты показываешь как-то жестами музыканту, что ему нужно играть, или как поднять или опустить свою гитару. То есть на самом деле оказалось это достаточно легко. Вот. Ну а что касается, были ли проблемы непосредственно у организаторов, был один случай, когда один концерт сорвался, потому что не было как-то до конца, я так понимаю, договорено с городской администрацией, поэтому один концерт отменился. Вот. Но насчет всего остального, я, честно говоря, даже был приятно удивлен, что Мигель настолько опытно организовывал весь тур, все пребывание,
все экскурсии, время, когда нужно кушать, когда нужно идти спать, когда нужно подниматься. То есть опыт у него, как у организатора туров, просто колоссальный. Представьте себе, 17 лет человек занимается постоянно концертами, турами. То есть, поэтому в этом плане ты чувствовал себя просто очень как-то свободно. Ты знал, что все продумано, ты знал, что ты сейчас приедешь в другой город, ты знал, что тебя покормят, ты знал, что позаботятся о том, чтобы ты пошел спать в гостиницу, или если это какой-то длинный переезд, то, по крайней мере, тебя как минимум предупредят, что извини, сегодня ты не будешь спать в гостинице, сегодня придется спать в автобусе, и ты понимал уже, что тебя ждет в эту ночь. Вот, поэтому было очень легко, вот, и тур просто прошел очень замечательно, очень свободно, очень раскованно. В самом туре мы играли, во-первых, был хедлайнер, это финская группа Immortal Souls, и во-вторых, были две основные группы на разогреве. Это группы, в которых играет непосредственно сам Мигель. Это Экзосия и Дебора. Вот, то есть для меня прежде всего было интересно, конечно же, услышать Экзосию и Дебору, потому что а, сами понимаете, когда европейская группа, ну, как-то проще, как-то понимаешь, что, ну, рано или поздно ты все равно с ними где-то пересечешься. Вот. А когда ты играешь с группой, которая находится на другом континенте, ты понимаешь, что у тебя предоставляется шанс услышать эти группы. Потому что я слушал их диски, мне было интересно, как вообще мексиканская сцена, как мексиканский металл вообще развивается, на каком он уровне. И я был поражен вот реально уровнем, техническим уровнем, уровнем музыкантов, как они преподносили свой материал. То есть это было очень интересно. То есть были даже продуманы какие-то моменты там, а, ну, какие-то сценические моменты, вот, которые, ну, они как-то выделялись вот на фоне, ну, не знаю, на каком-то представлении того, как вообще звучит металл, да, что помимо каких-то, помимо просто музыки, были какие-то вкрапления, когда кто-то что-то должен сделать. Вот. И когда это делалось, это врезалось в память. То есть у них помимо музыки еще есть какие-то инсценированные такие вот моменты, театральные, может быть, вот, которые были интересны. Вот. Ну, конечно же, группа Immortal Souls, мы с ними уже играли когда-то, вот, на другом фестивале в Швейцарии. Вот, поэтому я понимал, что от них ждать. Вот, единственное, что когда мы играли вместе с ними в Швейцарии, мы так плотно не общались, не пересекались так плотно, как это было непосредственно в туре. Вот, и было интересно, какие они люди по жизни. Вот, оказались очень простые люди, замечательные музыканты, замечательные просто люди, вот, с которыми было легко и непринужденно провести этот тур. Вот, поэтому это действительно было потрясающее время провести с такими группами, как Exosia, Дебора и Immortal Souls. Класс. Прежде всего я хочу сказать, что Мексика это стало каким-то самым большим открытием для меня. То есть я открыл для себя Мексику, а, как Колумб открыл Америку, так я для себя открыл Мексику. Это поразительная просто страна, это замечательные люди, это место, куда реально, если ты там побывал, то хочется еще раз вернуться, еще и еще. Вот, тебе кажется, что мало ты получил того, что
того, что было, потому что переживания, которые были, это просто замечательные переживания, переживания, которые остались на всю твою жизнь. Вот, поэтому, конечно же, я еще и еще хочу приезжать в Мексику. И есть как бы заранее оговоренный момент с Мигелем о том, что Holy Blood, возможно, однажды будет еще участвовать не только в туре по Мексике, но и в фестивале Exodo Fest. И это замечательный фестиваль, то есть там выступают очень именитые группы. Ну, одна из них, к примеру, как POD, выступала на одном из концертов, на одном из фестивалей. А место, где проводится этот фестиваль, это место в середине вулкана. Я видел этот вулкан. Представьте себе вулкан, вот, и в его нише проводится фестиваль. Вот, и, конечно же, я хочу туда попасть. Конечно же, мне интересно, как проводить фестиваль внутри вулкана. Вот, и, конечно же, я видел фотографии с этого фестиваля. Это просто мега-фестиваль. То есть, ну, там минимум приходит 3000 человек. Вот, поэтому для Украины, допустим, где уже, наверное, металл идет на спад, фестиваль в 3000 человек, это, наверное, просто достижение. Ну, даже и для многих европейских городов, будем так откровенно говорить, что 3000 человек это достаточно много. Вот, и я видел реакцию людей, ну вот, с этого фестиваля, как они реагируют на музыку, то есть какое там движение, как они балдеют. То есть, конечно же, хочется выступить для таких людей, хочется прочувствовать вот эту вот атмосферу, это, эту культуру, да, хочется проникнуться вот этим духом Мексики, вот, духом металла, мексиканского металла. Вот, поэтому, конечно же, я буду очень рад, если и действительно эти планы осуществятся, и мы все-таки выступим на фестивале Exodo Fest. Вот, и я хочу сказать, ребята из Мексики, если вы будете смотреть этот ролик, ребята, я вас очень люблю. Мексика просто это вот так вот. Это просто в моем сердце на всю жизнь. Поэтому, если мы приедем, я буду очень рад вас всех видеть. В планах у группы, конечно же, есть сейчас запись нового альбома. Сейчас, когда особенно я вот пережил вот это ощущение этого тура, то есть когда ты понимаешь, что твоя музыка нужна, вот, и нужна не какому-то маленькому количеству людей, а действительно нужна большому количеству людей, ты понимаешь, что ты должен трудиться. Не просто хочешь, а уже и как бы должен, потому что люди ждут того, что ты можешь, ну не знаю, выплеснуть из своей души, показать какие-то эмоции, какие-то чувства, какие-то переживания, высказать какие-то мысли в своих текстах. Вот, то есть я понимаю, что это нужно. Вот, поэтому, конечно же, я сейчас уже занимаюсь тем, чтобы подбирать там какие-то новые партии, хода, вот, то есть сочиняю материал, и я думаю, что в скором будущем наверняка уже как минимум какой-нибудь сингл выйдет, ну а там посмотрим, как Бог даст, может быть, это будет и целый альбом. Вот, так что, если что, следите за нами.